Станция Печатники. Платформа справа. Переход на Люблинско-Дмитровскую линию. Выход к железнодорожной станции Печатники. Второй диаметр. Территориальная станция находится в Юго-Восточном административном округе. Открыта, как вы уже знаете, 1 марта 2023 года. Две береговые платформы здесь. И станция колонного типа, мелкого заложения. Порядка где-то вот информации не нашел, но я думаю, где-то от 15 до 20 метров глубина заложения, не больше. Отделана она также, платформа отделана серым гранитом, подвесные потолки с полностью протяженными линиями светильников, черные колонны. Вот, слышали, да? И разделительная вот такая стена, ну, можно сказать, даже колонна. Двухпролетная станция, аналогичная, как предыдущая станция метро была сделана. Протяженность платформы 165 метров, ну и ширина платформ, здесь их две, порядка, вот сейчас посмотрим на скидку, где-то около 7 метров, наверное. Также вот отделано выход на Южно-Портовую улицу, Гурьянова, поездам в сторону текстильщиков, 11 и 10 вот ветки метро. Смотрите. Станция Печатники. Ну вот, собственно говоря, сами эскалаторы. Так, ну а мы двигаемся с вами в другую противоположную сторону. Здесь поезда очень часто ходят. Ну и вот наш поезд пришел, садимся в него и двигаемся дальше. А дальше на следующую станцию метро. Пройдем сейчас по поезду с вами до конца. И в последний вагон. Вот выход тоже на... Осторожно, двери закрываются. И мы с вами двигаемся. Нагатинский затон. Платформа справа. Нагатинский затон. Вот особенно интересно, мне нравилось, как резко трогается. Она сделана тоже береговыми платформами и посвящена рыбакам, рыбки на стенах. Двухпутевой тоннель, дорогие друзья. Вот, собственно говоря, здесь сэкономили здорово на строительстве. Двухпутевой тоннель со встречным направлением. Один тоннель. Конечно, сборка щита доставляет определенные неудобства при транспортировке, его перевозке. Негабарита очень много. Но эта игра стоит свеч. Если вот запускать его на большие расстояния, то его собирать, конечно, долго, то вот встречный поезд. То вот как здесь сделано, это, конечно, стоит делать. Станция Нагатинский затон. Платформа справа. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кленовый бульвар. Платформа справа. Станция Нагатинский затон открыта, как вы уже догадались, 1 марта. Южный административный округ территориально находится. Также видим мы двухпутевой тоннель. Станция колонного типа, двухпролетная, мелкого тоже заложения. Протяженность платформ 163 метра. Ну и ширина платформ здесь небольшая, я думаю, 4 метра, наверное. Но путевая стена или вот разделительная колонна, Нагатинский затон написано, сделана в таком черном цвете, отделана, вернее. Но больше здесь меня поразили вот эти рыбки на стенах. Именно отдельно сделанная мозаика. Каждый кусочек подобран персонально. Некоторые рыбы здесь вот, это, конечно, не большая, а вот там дальше есть даже 14 метров длина рыба. Вот видите, как она сделана? Смотрите. Именно вот
каждый кусочек вклеен. И посмотрите, какая красота. Вот здесь посвящено, так сказать, рыбной теме. Давайте я немножко отдалю, чтобы полностью влезла рыбка. Полностью влезла рыбка нам в кадр. Посмотрите, какая красота. Давайте следующее. Все сделано. Гляньте. И глаза. Вот если близко камеру прислонить, видно вот все как сделано. Видите, вот, сделано такими кусочками. Ну и тут вырезано, мрамор вырезан, и она вот как будто туда вписана надолго на все существование этих станций. Ну а это вот рыбки небольшие по размерам, где-то 2 метра ее длина. Ну как небольшие, это для масштабов станции небольшая, а так вот она, посмотрите какая, с такими блесками, вкраплениями. Какой-то головастик, наверное. Станция Нагатинский затон. Не зря же здесь парк Остров Мечты, по-моему, находится. И река здесь делает такую излучину. Ну и вот поэтому Нагатинский затон. Следующая рыбка. Пойдем дальше. Так, ну и с той стороны огромные рыбы. Вот она. Видно вон ее между колоннами. Сейчас мы поближе подойдем. Вот заглянем сюда, куда переходят к поездам в сторону Печатники, на ту сторону. И Коломенской улицы, первый вход. Эскалаторы. Давайте немножко поднимемся, посмотрим. Все блестит, чистота. Такие вот сделаны часы. Ну и эскалаторы. Подъем наверх. Тут не видно. Ну ничего, нормально. Да. Я, если честно сказать, что я в восторге, не сказать ничего. Так, спускаемся обратно вниз. И дальше посмотрим на этих рыб. Рыбная тема, фиш-тема на станции метро Нагатинский затон. Вот спускаетесь и сразу вот вам напоминает, на какой станции метро вы находитесь. Подвесные потолки также сделаны. Вот такая, вот эта рыба. Чуть меньше 14 метров, а вот та уже просто огромная. Посмотрите, как сделано вот этими вкраплениями. Сколько труда было тоже потрачено. Ну вот смотрите, какие станции метро пооткрывали. Здесь вот даже не влазит полностью пролет. Ну такая станция есть вон. В станции, говорю, такая рыба, вот она у нас. Вот она, 14-метровая рыбина. Огромная просто. И как раз прибывает поезд. Двигаемся дальше с вами. Там выход из метро. Ну и мы с вами садимся. Осторожно. И идем Двери к первому закрываются. вагону. Следующая станция Кленовый бульвар. Платформа справа. Вот парень, передавай привет. Всем привет! Привет жителям района Южная Бутово. Как зовут? Григорий Иванов. Григорий Иванов. Ну, привет тебе, Григорий. Кленовый Кленовый бульвар. Платформа справа. Кленовый бульвар, и вы сразу возле метро Коломенская находитесь. Вот мы с вами на Следующая станция Кашинская.
Кленовом бульваре. Это Южный административный округ у нас. Открыто 1 марта 2023 года. Станция, глубина заложения 24,3 метра. 2 береговые платформы. Ну и станция колонного типа, двухпролетная, как мы видим. Ну, ширина платформы, вот сколько здесь будет? 5-6 метров. У меня вот данных нет. А сделано так вот однотипно, как и сделаны все предыдущие станции. Вот смотрите, сколько народу на той станции. Отделано вот, стены отделаны таким серым, темно-серым мрамором. На полу такого же почти цвета гранит. Свод станции отделан белыми панелями металлическими, я так подозреваю. И разделительные вот колонны черные, как и было. Вот два пути. Поезда встречного направления. И мы с вами идем по станции и рассматриваем, как здесь все сделано. Классно, дорогие друзья, просто классно. Вот следующий поезд идет, но мы его пропустим, пока посмотрим, поедем на следующий. Смотрите, выход, Коломенская улица, Кленовый бульвар. Указатели сделаны такими вот, входы такими вот арками темного цвета. И вот выход на Коломенскую улицу. В таком мрамор такого темного исполнения, а можно сказать даже черного. Кстати, подсветка сделана немножко таким вот, даже на полу отражается, насколько все натерто, начищено. Такими овальными светильниками сделано. Все ходят, фотографируются. Вот еще один выход на Гатинский затон. Стоит. Ну и вот, пожалуйста, лифты. Я вот сейчас хорошо вы мне подсказали, обращаю на них внимание. Вот он, очередной лифт. А это выходы. Здесь также вот сделано в темном мрамор. С одной стороны мрамор черного цвета, а здесь такие панельки. Вот смотрите, они даже пластик. Ну, мы ждем с вами поезд. Двигаемся к следующей станции метро. Еще раз напомню, 70 километров. 31 станция. При строительстве большой кольцевой линии были пересечены 23 ветки московского метрополитена, 18 железнодорожных действующих веток и 7 водных преград. Москва-река, Яуза, канал имени Москвы. Под ними проходили тоннели станции большой кольцевой линии. Так, ну а вы, дорогие друзья, кто хочет помочь на развитие канала, то вот, пожалуйста. И обратите внимание, зрители обратили надписи на вагонах Б, вот это большая кольцевая линия. Заходим в последний вагон. Следующая станция Каширская. Для